Часы такого стиля называют пилотскими или даже флигерами. По-немецки флигер – это пилот. Действительно, часы в подобном исполнении появились в Германии во время Второй мировой войны. Правда, назывались они Beobachtungsuhr или BUhr, что значит «часы для наблюдения». Вопреки сложившемуся мнению, эти часы предназначались не для самих пилотов, а для навигаторов, то есть штурманов, которые с помощью оптических приспособлений, часов и таблиц вели наблюдение за небесными светилами и определяли положение и курс воздушного судна. Сами же пилоты полагались на встроенные бортовые часы. В качестве запасной меры пилоты имели и наручные часы с хронографом. Так что получается, это не флигеры, а штурманские? Часы наблюдателя BUhr создавались в рамках спецификации Министерства авиации Третьего Рейха Reichsluftfahrtministerium. Буквы означают часы для воздушного судна, а 23 часы для навигации. Требования этой спецификации сводились к тому, что часы должны были быть надежными, работать при низких температурах, иметь контрастный легко читаемый циферблат. Диаметр корпуса был большим, 55 мм. Часы надевались поверх летной куртки. Заводная головка была большая, чтоб легко вращалась даже в перчатках. Еще одним важным требованием было наличие стоп-секунды для точной установки времени. Метки и стрелки имели люминесцентное покрытие. С 1940 по 1941 год циферблат представлял из себя белые метки на черном фоне с арабскими цифрами от 1 до 11, обозначающими часы. На месте 12 была изображена стрелка с двумя точками. Такой тип назывался Baumuster A или тип А. Начиная с 1941 года стали выпускать обновленный циферблат Baumuster B. Здесь на передний план выставлены минуты от 5 до 55 с шагом 5 минут. Часы расположены внутри малого круга. Часы выпускались несколькими фирмами: Laco, Stowa, EWC, Alange und Söhne, Wempe. Первые три компании в этом списке до сих пор производят часы в таком стиле. Конечно, размер часов стал меньше в соответствии с размерами обычных наручных часов. Это уже не часы, созданные по военной спецификации, а просто вдохновленные той эпохой и дизайном. В соответствии с этим дизайном циферблат очень простой и без излишеств. Черный фон, белые цифры и метки, нанесенные краской. В таком случае любой производитель может создавать часы в таком исполнении, и это не будет копированием. Лично я делаю выбор в пользу Ediis, по крайней мере на данном этапе своего увлечения часами. Это было вместо итогов. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. Если бы вы хотели увидеть еще, подпишитесь, пожалуйста, на канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!